привет! Вы на канале Деломастера Боится. Сегодня мы будем менять зеркало заднего вида боковой двери автомобиля Таврия Славута. Зеркало это слаживается. И во время езды я зацепил веткой. Оно сложилось и сильного удара треснуло. Вот видно, кусочек выпал. Я хотел заменить само зеркало, но судя по всему это невозможно. Я еще пытаюсь разобраться, может мне получится. А пока я купил новое зеркало, сказали, что оригинал, немножко отличается. Цена зеркала небольшая, порядка 150 гривен, поэтому я думаю, что ремонт нецелесообразен. Если посмотреть на зеркало современное и поставленное с завода, то можно увидеть небольшие отличия, хотя мне говорили, что оно оригинальное. Здесь видно, что поверхность оригинального зеркала была гладкая, здесь же идет уже матовая поверхность. Также здесь есть надпись, маркировка, на другом зеркале уже нет. С зеркальной стороны я отличий не увидел. Размер такой же. Пыльник одинаковый. И вроде бы по яркости они тоже одинаковые. Зеркало меняется очень легко. И для его замены необходима только большая крестообразная отвертка. В первую очередь откручиваем с этой стороны защитный колпачок с гайкой, которая находится под ней. При этом придерживая зеркало правой рукой. Аккуратно вынимаем колпачок, защитный с гайкой. Снимаем регулировочную ручку, стараясь не потерять пружину, которая находится внутри. Вот она, регулировочная. Аккуратно вынимаем зеркало из пыльника. Поджимаем. И вот оно вышло. Имеет такой внешний вид. Пыльник можно оставить старый, а можно поставить новый, если он у вас есть. Крестообразной отверткой откручиваем два болта крепления пыльника. Вот такой болтик. Один. Аккуратно все вынимаем. И теперь можно снять пыльник со своего места. Имеет такой внешний вид. Хочу заметить, что резина за 12 лет на пыльнике не полопалась и не потеряла своей эластичности, хотя она постоянно находится на солнце. Есть маркировка 11.02, 82, 01, 058. На моем же новом пыльнике такой маркировки нет. Теперь аналогично разбираем новое зеркало с пыльником и снимаем пыльник. Здесь такая же гайка. Снимаем шайбу и пружинку. И рычаг регулировки. Теперь снимаем новый пыльник. Аккуратно поддеваем, и он выходит. Протираем посадочное место пыльника тряпочкой, и можно ставить все на свое место. Ставим на место внутреннюю часть зеркала пластмассовую. Она имеет полностью симметричное литье, поэтому можно поставить и любой стороной. Попробовал прикрутить пыльник, я понял, что оригинал и копия отличаются. Болтик оказался коротенький, потому что конструкция пыльника немножечко разная. На оригинальном пыльнике внутренняя часть металлическая, с такими отливами для болтиков. А на копии все сделано с пластмассы. Здесь вставлены гаечки слабенькие, поэтому я сниму металлическую часть и переставлю в новый пыльник. Можно, конечно, поискать подлиннее болтики, примерно на 3-4 мм. Но я этого делать не буду. Снимаем внутреннюю часть с оригинального. Она такая. Хороший металл. И с копии снимаем пластик. Такая самая, только пластмассовая, с гаечками. Качество хуже. Вставляем эту часть в новый пыльник.
подходит хорошо, ничего не выпадает. И прикручиваем. Шарнирная часть оригинальной и копии зеркала ничем в принципе не отличается. Литье одинаковое и болты одинаковые. Теперь вставляем пыльник в шарнир зеркала. И затягиваем изнутри ручкой с пружинкой и гайкой. И затягиваем отверткой до конца регулировочный колпачок. Пробуем, чтобы было легко поворачивалось, немножко туговато, поэтому необходимо слегка ослабить, но не очень. Осталось проверить, как оно загибается, и отрегулировать необходимое положение из салона. Таким образом, замена бокового зеркала на двери автомобиля Таврия или Славута очень легкое занятие. Его можно сделать за 5 минут. Вы посмотрели видео о том, как своими руками заменить боковое зеркало на автомобиле Таврия или Славута. Пишите свои замечания и комментарии, ставьте лайки, подписывайтесь на наш канал. Будьте с нами. Всем пока!